Все мы с вами знаем, как Konami очень щедры на то, чтобы делиться информацией по своим проектам. Опыт с игровой выставкой в Малайзии тому лишнее подтверждение. И даже в тот самый момент, когда сейчас активно проходит Gamescom, игровая выставка, которую Konami стараются особо не пропускать, и даже сейчас они ее не пропускают, судя по всему, на ней мы так и не дождемся какой-либо конкретики по 24 части. Но в прошедший четверг Konami вышли сами и объявили точную дату выхода. Также упомянули про заметные изменения в игровом процессе. Все это и не только предлагаю обсудить в этом видео. Прошу прощения за свой подсевший голос. Успел немножко приболеть перед концом лета, поэтому, чтобы не насиловать ваши уши, давайте поскорее со всем этим разберемся. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, лайк и комментарий для продвижения видео, ну а мы начинаем. Новость касаемо даты выхода eFootball 2024 не стала для нас откровением, потому что мы знали про глобальное техобслуживание, которое будет 4 сентября, и оставался лишь один единственный вопрос: когда нам стоит ожидать его завершения? Либо в тот же самый день, то есть 4 числа, в понедельник, или же ближе к четвергу, 7 сентября. Например, Гальвани считал, что техобслуживание продлится не больше одного дня, и начнется и закончится в один и тот же день, 4 сентября. Мы же с подписчиками в телеграм-канале думали совсем иначе, и по итогу наше мнение оказалось более верным. Konami сами объявили о том, что 7 числа после завершения глобального техобслуживания для нас наконец-то станет доступна eFootball 2024. В этом небольшом анонсе Konami также упомянули, что они хотят внедрить побольше свободы для создания многочисленных моментов, шансов для взятия ворот. Ну, грубо говоря, они анонсируют изменения в игровом процессе. Некоторые игроки подмечают, что якобы Konami сами замечают, насколько автоматизированной становится игра. Ну, те же самые автоотборы, зажимая только одну кнопку и прочие моменты. И есть предположение, что с этим обновлением до 24 части они хотят привнести что-то из геймплея версии 0.9.0. А если вы застали эту версию, то наверняка помните, насколько самобытный тогда был геймплей. Я лично по нему не скучаю, но тем не менее не могу поспорить с тем, что в нем что-то было такое вот индивидуальное и по большей части новое, нежели мы наблюдали в последних частях PES. Некоторым нынешний геймплей не нравится, другим наоборот более чем заходит. Я остаюсь где-то на золотой середине, то есть геймплей eFootball мне в принципе вкатывает. Но в то же время я понимаю тех людей, которые недовольны большинством механик, которые выполняются нажатием одной-двух кнопок. Кому-то хочется чего-то посложнее, но я точно не из таких. Ну и под конец также стоит упомянуть, что на данный момент в eFootball проходит новая кампания, которая посвящена предстоящему обновлению до 24 части, и на протяжении последующих 11 дней, вплоть до 4 сентября, когда техобслуживание в игре и начнется, Konami будут раздавать бесплатные крутки с эпическим паком. 50 футболистов, и только 5 из них это эпические, поэтому шансы какие-никакие, но все-таки есть. Среди эпических игроков представлены Дель Пьеро, Коул, Луиш Фигу, Петит и Дида. Для новичков подбор игроков более чем интересный, но, например, тот же Дида, извините за откровение, но это откровенный шлак, который пропускает большинство мячей. Коул тоже, наверное, немногим зайдет, а вот насчет остальных уже можно, так сказать, поспорить, потому что Луиш Фигу на самом деле приятное открытие. Петита я особо в составах не наблюдал и сам за него не играл, поэтому говорить за него не могу. Но вот Дель Пьеро это действительно один из самых интереснейших вариантов в данном наборе. Ну а на этом наш ролик подходит к концу. Опять же, прошу прощения за свой подсевший голос, я понимаю, что слушать это было крайне неудобно, и поэтому надеюсь, что в ближайшее время голос у меня снова восстановится. Но с другой стороны, я не мог пройти мимо этого события и не записать ролик, даже вот в таком вот болезненном состоянии. Ваше мнение по всему услышанному я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать его своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на наши соцсети, там актуальные новости, мой личный офф-топ и многое-многое другое. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на этот канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих роликов. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Всем удачи и до скорых встреч.